Друзья, всем привет! У нас все в сборе. Вот у нас Маська на месте, Митька, вон он, на месте. И я с темой видео приятное и полезное. Первое, почему приятное, потому что сегодня я расскажу и покажу по просьбе, как чувствуют себя орхидеи фантом, которые мы чуть меньше 1 года назад, ну 11 месяцев назад, разделили вот эту вот деточку от материнского растения. А полезное видео это то, что 3 недели назад, когда я подкармливал вот эти вот орхидеи, я обмолвился в видео, что это последний подкорм. И мне задали вопрос рассказать подробно, что такое последний подкорм и вообще как ориентироваться, когда этот подкорм сделать. И вот на примере, значит, вот этих двух орхидей и орхидеи Red Lip, нашей бабули, орхидеи, которой больше 20 лет уже, да, уже ей пошел третий десяток. Орхидея у меня с 2000 года, вот эта вот орхидея, с 2000, не, с 2003, да, с 2003, вру. Сейчас 2022, но на тот момент, когда она ко мне попала, она уже была взрослая. Больше года, больше 1,5 лет ей точно было. Поэтому ей уже больше 20 лет. Итак, друзья, значит, Мася, давай на место. Значит, что у меня здесь на столе? На столе у меня все те средства, которые, ну вот с этой стороны, средства, которые мы применяли, использовали вот на этих вот двух орхидеях, фантомах. Два фантома, друзья. Кратенько пробегусь, чтобы для понимания, какие процедуры мы проделывали с ними. Ну и чтобы как бы, тех, кто только недавно подписался на канал, чтобы не возникало вопросов. Значит, в конце декабря прошлого года у нас была вот эта вот материнская орхидея. Ну, что такое материнская? Это, значит, вот так, в каком виде она сейчас есть, вот ровно в таком же виде, с двумя листочками. Это орхидея вот так вот росла. И из-под земли, точнее, из-под грунта появилась пару маленьких листочков вот этой вот деточки, друзья. Вот, сейчас она уже крупненькая орхидея. И ввиду того, что невозможно дальше было им находиться в этом горшке, потому что они вот так вот буквой В росли вот в одну сторону мамаша, в другую сторону вот эта вот детка, мы их в конце декабря разъединили. И обе эти орхидеи посадили вот в эти вот, рассадили. Грунт у нас здесь одинаковый абсолютно. Разница была в том, что отсоединяя вот эту детку, она, к сожалению, очень низко росла к корням мамашиным. Получилось так, что мы практически все корни забрала вот эта вот детка. То есть ей достались все мамкины корни, которые вот вы внизу видите. Но это не помешало ей новые нарастить. Вот они, свои собственные новые корешки. А вот мамаша у нас осталась с небольшим корешком. И весь этот год прошедший она вот в этой посадке наращивала новые вот такие жирные сочные корни. И при этом не нарастила ни одного листика. Что, собственно говоря, и неудивительно, потому что и до разделения эта орхидея не 1 год вот в таком виде и была. То есть точка роста у нее по какой-то причине остановлена в росте. И поэтому она стала выдавать, по всей вероятности, детку. И вот буквально, видите, она уже вот недавно выпустила цветонос. И этот цветонос с маленькой деточкой, то есть разделенный из одной как бы почки на основании, вылупилась у нас и цветонос, и детка. Но детка сейчас притормозилась, но прям так заметно притормозилась. А вот цветонос у нас вот разросся вот в такую вот небольшое деревце. Вот видите, вот такое вот. И, значит, после разделения и во время пересадки, что делал с этими орхидеями? Значит, обработали, замачивали ее в привикуре, и детку, и мамашу.
Обрабатывали Аберон рапидом от клещей, потому что после разделения детку стали съедать то ли клещи, то ли трипсы, обгладывать основание, потому что орхидея была под землей, и делая профилактические обработки ранее орхидеи, то есть она не получала раствор, потому что Аберон, он контактного действия. Когда она выросла из-под земли, мы ее пересадили, она стала объектом для нападения насекомых. Мы ее обработали Аберон рапидом, и все у нас закончилось. Дальше мы эти орхидеечки взбадривали сукцинатом аммония. Это смесь нашатырного спирта с янтарной кислотой в воде. Ну, кому интересно, посмотрите плейлист, называется «Энергетический стимулятор» на канале. Там все подробно рассказывается, как приготовить, как применять и какой эффект дает сукцинат аммония. Либо по-другому аммонийная соль янтарной кислоты. Эффект замечательный. И, значит, после того, как они у нас адаптировались, эти две орхидеи, мы их стали подкармливать вот этим вот удобрением. Комплексное удобрение от буйских удобрений для орхидей. Быстрый видимый эффект, продолжительное цветение. И вот как раз таки этим средством мы 3 недели назад последний раз я обрабатывал эти орхидеи по листу и обмолвился, что это последний подкорм. И вот вопрос задали, как определять последний подкорм. Значит, вот в этом видео я и хочу немножко пояснить. Обратите внимание на, значит, вот эти вот цветоносы, уже бутоны. Вот когда орхидея уже сформировала вот такие бутоны. Ну, вообще, значит, у архаманов есть несколько вариантов подкормки орхидей. Значит, первый вариант подкормки, когда мы вот таким вот сбалансированным комплексным удобрением, как вот Боннефорт, буйские удобрения, все меня тянет на Боннефорт сказать, потому что на столе стоят еще Боннефорты, вот они. Красота и здоровье. Вот два флакончика в разный период применяются. И, значит, там все по инструкции, все просто. Вот. А есть вот такие вот удобрения, как буйские универсальные удобрения, вот такие по листу. Есть вот такие вот флакончики. Я уже рассказывал, как вот такой из флакончика превратить вот в такую по листу. Тоже, кстати, про эти орхидеи. Вот. И удобрять по листу это удобно, когда орхидеи в закрытой системе. И вот, значит, мысль потерял. Значит, когда мы удобряем универсальными, то есть, значит, два варианта удобрения универсальными. И я обоими вариантами пользовался. Первый вариант это когда от самого появления вашей орхидеи дома, вот она появилась с самого начала, уже много лет у вас, допустим, живет, и вы ее постоянно, вот, допустим, я там удобрял, был период орхидеи стабильно через полив. Ну, сейчас тоже, собственно, так делаю, но только с другим удобрением, вон калиевым. Но как только сформировались бутоны, вот так вот начали формироваться, я прекращаю калиевым кормить, и тоже происходит последний подкорм. Последний подкорм на примере вот этой вот покажу вам орхидеи, это Red Lip. Вот, как только цветонос начал выпускать вот такие вот бутончики, точнее цветонос, и стали вырисовываться вот такие вот уже очертания бутонов, то все, орхидеи я прекращаю кормить и универсальными, и калийными для цветения. Все, орхидею оставляю, и она уже дальше начинает вот выпускать бутоны, начинают цвести, и все это без каких-либо подкормок до того момента, пока орхидея совсем не отцветет и не дойдет дело до срезки цветоноса. Там уже начинается опять все заново универсальным удобрением, а потом перехожу на калийные удобрения для цветения. И это делаю через полив. Но в случае вот со своими вот с этими орхидеями. Вот, это значит один момент. Второй момент. Люди, и я тоже так делал,
вообще круглогодично вот подобным удобрением, буйские удобрения несколько лет назад, ну, пару лет назад я удобрял орхидеи полностью вот круглый год. То есть через полив, и неважно, цветет орхидея, не цветет. Ну, в общем, приучались орхидеи получать удобрения. Единственный момент, что в момент цветения орхидеи доля удобрений прям совсем-совсем чуть-чуть. Прям вот совсем чуть-чуть, там в 10 раз концентрация меньше, чем в период, когда орхидея только-только отцвела и начала в рост пошла, корни, листья. Вот. И я скажу, что орхидеи цвели от полугода и дольше. То есть те, кто давно смотрит канал, те все эти истории все знают и в курсе. Есть у нас плейлист на канале, который называется «Удобрение орхидей». И там все вот рассказываю, показываю в плане вот таких вот удобрений. Вот. Но вот в чем неудобство, в том, что хочется вот эти орхидеи, вот, точнее вот это вот удобрение, оно, ну, как бы не для всех орхидей, не у всех орхидей вызывает, знаете, такое пышно-декоративное. То есть это такое, знаете, среднее, универсальное, практичное на все случаи жизни, но хочется чего-то там больше, да, поэтому переходим там на калийные удобрения. Вот, такие удобрения, где присутствует много калия, и сейчас мы активно кормим орхидеи, и результат он, конечно, не заставляет себя ждать. И вот когда калийными удобрениями кормим, когда выборочно вот этим удобрением мы кормили фантомчиков, было у нас последняя кормежка, это вот как раз таки, когда вот эти вот бутончики, точнее цветоносы были еще вот на стадии формирования. Для чего это нужно? Для того, что бутоны это такие, знаете, ну как сказать, очень чувствительные. И не все орхидеи любят, когда, вот я только что когда сказал, что удобрял, неважно цветет, не цветет, но вот на стадии формирования бутонов, не все орхидеи любят подкорм, то есть поступление питательных веществ. И нередко бывает такое, что вот когда вот уже бутончики вот такие сформированы, мы кормим орхидеи, они начинают отсушивать эти бутончики, происходит отсушка бутонов. И на самом деле даже не важно, каким калийным или универсальным или еще каким-то там удобрением. Ну, происходит такая ситуация. Даже и от других внешних факторов бывает, я уже рассказывал в одном из видео, даже было такое наблюдение, что мое наблюдение, что бутоны сушились и от давления, да, от магнитных бурь давления. Было такое в прошлом году, были очень сильные такие перепады, и в эти моменты, в пиковые, я замечал, как вот просто на ровном месте у некоторых орхидей просто раз и поджелтелись, подсохли бутончики. И мои наблюдения подтвердили десятки других архаманов, которые написали в комментариях подобное явление. Вот, в общем, вот такие вот, друзья, дела с нашими красотками, с фантомчиками. Вот так они сейчас выглядят. И, не знаю, ответил я на вопрос, что такое последняя подкормка перед началом цветения. Последняя подкормка, еще раз повторюсь, производится вот когда крайний самый срок, это когда вот цветонос выпустил вот такой вот кончик, кисточку, на котором уже стали появляться очерченные такие бутончики. Все, прекращать можно подкармливать. Ну, а если продолжается у вас подкормка вот универсальными какими-то, то, как, ну, я не знаю, раз в 10 точно должна быть концентрация меньше, чтобы орхидея, бутончики, они не реагировали вот, отсушкой. Вот такая вот, друзья, картина. Вот они, два фантома. Надеюсь, очень красиво будет смотреться, когда зацветут. Вот. Ну вот мамаша, но это отдельное будет видео у меня по нерастущим листьям. Я соберу еще пару орхидей есть в подобной ситуации и
постараюсь раскрыть эту тему и показать, эти орхидеи, что с ними происходит. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Убаюкал кота. Кот. Маська тут тоже. Все, друзья, всем пока.